Привет всем! С вами Семья Шейдлиных, и мы в городе, в котором зимует искусство. В городе, где вырос Женя, и я безумно счастлива пройтись по улицам его детства. Пока мы летели в самолете, нам пришло несколько идей для фотографий. Почему бы не показать их в видео? Всем привет! Мы в Норильске! Тут минус 35, но говорят, что это еще не очень холодно. Мы приехали сюда ответить на несколько вопросов. А еще сделать кучу классных фотографий. Наше любимое место. Громче. А что это значит? Я не знаю, зачем ты выбрал этот вопрос. Я очень люблю бывать в таких местах, как тут. Мне больше всего нравится путешествовать по городам наших друзей. Махачкала, Норильск, Саратов. У меня замерзает нос, точнее волосики внутри носа, и это прикольно. У нас всегда был общий бюджет, общие идеи и совместная работа над любым проектом. При минус 40 сниматься голой в снегу. Все-таки голую решили. Ну, я вот надеюсь, что я сейчас найду какое-нибудь облегающее белье телесного цвета. Надеюсь на термо. Как за 3 часа света сделать фотографии без реквизита и подготовки? Помимо фотографий в моем списке музей Норильска, Таймырский краеведческий музей, колледж искусств. За пару дней мы старались максимально успеть все, и в этом видео, помимо ответов на вопросы и путешествий, я покажу историю тех фотографий, которые требуют обработки в фотошопе. Процесс обработки прилагается. Сначала я решила использовать фотошоп, чтобы облегчить себе задачу и не отморозить кожу, а потом поняла, что хочу показать это в видео. Так происходит не всегда. Чаще фотографии, которые не получились, никогда не публикуются или вообще не выполняются. Где зимует искусство? Мне кажется, мы сейчас находимся в сердце искусства. Место, где ты родился, это особенно Норильск или любой другой российский такой город промышленный. Это отличная возможность просто как-то подчеркнуть в своем творчестве это свое начало. Смотрите, какие красивые деревья. Они как наши ресницы. Так что в этом году у меня нос замерз. Моя первая в жизни съемка на коньках будет проходить в Ледовом дворце Арктика. Я люблю подчеркивать в фотографиях важное города. В Норильске это хоккей, который мощно развивается в регионе благодаря сотрудничеству Норникеля и Федерации хоккея России. Хоккеисты — сильные ребята. Именно с их помощью я порхала на льду, раскачиваясь на качелях. Классный способ провести время, чтобы согреться при температуре минус 44 градуса. Это правда было сложно. Перераспределиться. Да, потому что мы все время работали вместе. Фотографии, видео, любой диджитал. А потом я начала рисовать, и Женя не знал, как же дальше действовать. И научился готовить. А потом мы решили открыть бренд, наконец-то создать свой бренд. А я сейчас активно занимаюсь именно реализацией этой задумки. Разница 70 градусов. Мы в Таиланде. Создание фотографий продолжает начинаться со строительного магазина. Это мой любимый шопинг. Чтобы чемодан не пострадал, мы замотали его пищевой пленкой. В последнее время путешествие для меня — это большой груз. Мне хочется больше проводить время с родными.
Часто просто необходимо прятать людей, которые помогают мне держать декорации или меня саму от падения в пропасть. Photoshop как инструмент, который я сначала отвергала, потом использовала для ретуши, а сейчас я использовала его как каскадеров для фильма. Их не видно, но мы всегда знаем, что особо опасные трюки делали профессионалы. Самые сложные фотографии с живыми существами. Никогда не знаю, что от них ожидать. Мне было страшно, я думала, они вообще не захотят со мной коммуницировать из-за странного трубчатого платья. Мы надеемся, что тут будут сидеть голуби, потому что я их очень хорошо попрошу. Я скажу: пожалуйста, голуби, посидите на моем платьице, пока Женя за 2 минуты нас сфоткает. Вот, начинается. Но под конец у нас стало получаться, и я собрала достаточно фотографий, чтобы собрать платье из голубей. Я не могу быть фотографом и моделью в один и тот же момент, так что фотограф я именно в момент редактирования изображения. Для любой реализации идеи мне нужна помощь друзей. Они плохо понимают, что в конце получится, но готовы на этот безумный эксперимент ради меня. Зачем вообще эта белая штука? Идея заключается в том, что через шторы мы переходим к морю, а на фоне у меня будет черный фон. Только где шторы будет море. Сейчас был ветер, который сдувал шторы, и ни одна фотография мне не подходит. А потом я нахожу кадр идеального ракурса, и поехали. 10 часов времени. Как вы сами относитесь к программам редактирования? Напишите свое мнение в комментариях. А с вами была всегда ваша Елена Шейлина. Пока-пока!